Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить о семени льна. Семя льна, оно продается в любой аптеке, стоит она совершенно недорого, копейки, но польза этого маленького семечки, она неоценима вообще. И то есть для человека это еще с древности считалось, что это прям кладезь витаминов, микро-макроэлементов, и лечит практически она от очень многих болезней. Вот. Лен у нас растет по всей территории, купить его нет никаких проблем. А теперь сейчас я вам расскажу, для чего полезно семя льна и при каких заболеваниях его можно пить или есть в измельченном виде с медом или отвары из него. Итак, начнем. Первое – это иммунитет. Для повышения иммунитета необходимо 15-20 грамм семени льна пропустить через кофемолку. Когда она у нас размелится, мы добавляем меда, все это перемешиваем, все это хорошо делаем кашицу, и в такую кашицу мы едим по чайной ложке 3 раза в день. За очень короткий период времени иммунитет будет восстановлен. И это восстановление иммунитета не искусственным путем, а натуральным продуктом. Он не влечет, это не иммуномодулятор. Натуральные продукты, он очень хорошо для восстановления иммунитета. Следующее, семя льна я сейчас вам расскажу при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Это когда желудок болит. У меня буквально утром встала, болел желудок. Я сделала себе слизь из семени льна и позавтракала, и у меня все прошло. Как делается слизь? Берется ложка семени чайная, потом 100 мл воды кипятка, заливается, и все это в течение 15 минут помешивается, пока вода не остынет. Либо, если есть шейкер, можно залить это все в шейкер и взбивать. Получается такая, как слизь. Она чем-то напоминает овсяный отвар. Выпиваете его за полчаса до еды. Буквально на себе проверено, желудок успокаивается моментально, очень хорошо, комфортно, прекрасно. Еще от чего? При боли в горле и при кашле. При боли в горле, значит, чтобы не болело горло, мы берем чайную ложку семян, заливаем их 300 мл воды и кипятим 10 минут. Потом даем настояться 10 минут. У нас получается такой, как кисель, такой жиденький. Семян много брать не надо, допустим, чайную ложку. И этим раствором полощем 5, 6, 7 раз в день. Горло очень быстро вылечивается ангина. Если мы хотим от кашля, то берем 2 столовые ложки семян льна, заливаем кипятком и даем настояться 20 минут. После этого мы пьем это 4-5 раз в день до еды по полстакана. Еще от чего семя льна хорошо? Ведь это уникальное средство для борьбы с онкологией женской и мужской, то есть онкология молочной железы и простаты у мужчины. И для очистки и выведения плохого холестерина, тем самым, значит, облегчение работы сердца, стенки сосудов становятся более крепкими. То есть для больных сердечников и для больных гипертоников тоже очень хорошо он снижает давление, гипертонию. Также хорошо при сахарном диабете. То есть семя льна очень хорошо есть при сахарном диабете. Крохотные семечки обладают полезными свойствами, усиливают действие инсулина, что в свою очередь позволяет снизить его дозы во время лечения.
надо сделать 2 чайные ложки семян льна, залить водой и дайте настояться. Время от времени помешивая небольшим количеством воды. Получается такая очень сильная слизь. И принимать на ночь небольшими глотками, запивая теплой водой. Это очень хорошо при сахарном диабете. Также, если есть по чайной ложке измельченного утром натощак семени льна, он очень сильно облегчает приливы у женщин в менопаузу. Вот. Сама сейчас начинаю есть семя льна, потому что приливы есть, возраст пришел. Вот с вами поделюсь, потому что ничто не помогает, никакие, ни таблетки из аптеки, ничего. Попробую семя льна. Пропью недели-две и обязательно вам сообщу в одном из очередных видео, помогло или нет. Вот. Поэтому надо точно знать, что оно помогает при многих заболеваниях, но есть заболевания, при которых семя льна употреблять категорически нельзя. Его нельзя употреблять при непроходимости кишечника, при панкреатите, гипертонии, сильной гипертонии. Она снижает уровень давления, но при гипертонии семя льна употреблять не стоит. Желчекаменной болезни, аллергических реакциях, во время беременности кормления грудью тоже не предпочтительно его принимать. Если вы не хотите так его постоянно принимать, его можно добавлять в каши, в салаты, в супы. Он все равно сделает свое дело, потому что омега-3, омега-6, омега-9, содержащиеся в семени льна, это полиненасыщенные жирные кислоты, которые так необходимы нашему организму, они сделают свое дело из любого состояния. Будь вы его специально принимаете, или вы будете добавлять его в пищу. Семя льна очень хорошо принимать для тех людей, кто хочет похудеть. Несмотря на то, что семя льна высококалорийное, оно снижает аппетит, оно разбухает в желудке и заполняет желудок, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и мягко очищает наш кишечник. Поэтому, когда человек хочет похудеть, семя льна – это очень полезно. Есть его можно тоже натощак по чайной ложке. Но надо помнить, что всему должна быть мера. Суточная доза потребления семени льна – это 20-25 грамм в сутки, не больше. Поэтому, послушав видео, если вас заинтересовало, принимайте семя льна в том или ином виде, как вам нравится. Но только помните, что злоупотребление вредно. То есть 20-25 грамм в день. И только в том случае, если у вас нету тех заболеваний, которые я перечислила. То есть это воспаление кишечника, еще раз перечисляю, панкреатит, гипертония, колит и холецистит, желчекаменная болезнь, аллергические реакции.